Всем доброго времени суток, с вами канал Mobily.s, и сегодня я рад вам представить фотоаппарат Canon EOS 350D. Вот такая вот зеркальная фотокамера. Сегодня подробно рассмотрим этот фотоаппарат, узнаем его технические характеристики, снимем объектив и в конце будет небольшое слайд-шоу о том, как этот фотоаппарат снимает. Перед началом хочу предупредить, что я не являюсь профессиональным фотографом и в некоторых подробностях могу ошибаться. В общем, начнем. Этот фотоаппарат продавался в 2005-2006 годах. Очень старый фотоаппарат. Ему сейчас почти 10 лет, представляете? Он продавался не только в России. Например, на южноамериканском рынке он был известен как Canon EOS Digital Rebel XT в светлом цвете, а в Японии как Canon EOS KISS Digital N. По функционалу они в принципе одинаковые. В комплектации идет сам фотоаппарат с китовским объективом, USB кабель, которого у меня нет под рукой, и зарядное устройство. Сейчас я вам покажу ее. Вот зарядное устройство. Вот с таким вот большим кабелем. И вот вилка к нему. Давайте сейчас попробуем его зарядить. В общем, снизу открываете батарейный отсек. Такую крышку. И вот таким вот движением вытаскиваем аккумулятор. Здесь можно закрыть. Вот зарядное устройство. Вот вставляем аккумулятор. И дальше уже в розетку. Вот я его включил в розетку. И сейчас горит красный светодиод. Это означает то, что аккумулятор заряжается. Если он зарядился, то по окончанию зарядки этот светодиод будет гореть красным светом. Ой, извиняюсь. Он будет гореть зеленым светом. И тогда можно выключать его из розетки. Мощность 0,5 ампер. Давайте сейчас выключим зарядное. Вот все, зарядное выключили. Вытаскиваем аккумулятор. И снова вставляем его в наш фотоаппарат. Открываем. Вставляем. И вот. Все очень просто. Вот. И сейчас предлагаю рассмотреть этот фотоаппарат поподробнее. Вот, включаем его. Вот здесь есть режимы. Вот это автоматические режимы. Полностью автоматический. И программные режимы. Мы к ним еще вернемся чуть позже. Давайте сейчас пройдемся по кнопочкам. Вот здесь кнопка спуска затвора. Чуть-чуть перенажимаете. И идет фокусировка. И вот снимок. Его можно удалить. Вспышка автоматически выдвинулась. Вот этой кнопочкой можно управлять видоискателем. Сейчас в видоискателе ничего не видно. Выбираем точку фокусировки или автоматический режим.
Вот автоматический режим. А вот так выбираем точку фокусировки. Все довольно-таки просто. Вот эта кнопка отвечает за синхронизацию вспышки. Переключатель, чтобы включать фотоаппарат. Колесико, чтобы регулировать, например, выдержку или диафрагму. Вот здесь значения меняются. Диафрагму можно регулировать до 22, самое максимальное значение, и минимальное 3,2. В механическом режиме можно менять и диафрагму, и выдержку. Вот эти кнопки отвечают за то, чтобы управлять этим фотоаппаратом. Вот фотографии листаем. Эта кнопка отвечает за подсветку дисплея, но почему-то она у меня не работает. Дисплей не светится. Вот этой кнопкой можем управлять либо серийная съемка, либо съемка по таймеру, или одиночный снимок. Вот съемка по таймеру. Нажимаем. 10 секунд есть. И снимок сделан. Сейчас не видно его. Вот этой кнопкой регулируем диафрагму в механическом режиме. Нажимаем. И регулируется диафрагма. Когда опускаем, регулируется выдержка. Здесь имеется два дисплея. Один жидкокристаллический, а другой монохромный. Углы обзора у него так себе. Особенно здесь вообще ничего не видно. Перейдем к этим кнопочкам. Вот эта главная кнопка — это меню. Здесь мы можем листать меню. Вот. В автоматическом режиме здесь немножко другое меню. Здесь можно язык поставить. Видеосистема PAL или NTSC. Также колесиком можно. Здесь яркость можно дисплея регулировать. Здесь дату регулируем. Здесь имя файла можно настроить. Форматировать здесь можно. И можно разрешить съемку без карточки памяти. Позже я вам ее покажу. Здесь можно заказ печати сделать. А здесь можно настраивать качество фотографий. Еще есть кнопка инфо. Нажимаем на нее, и мы можем узнать информацию об этой фотографии. Нажимаем еще раз и можем узнать более подробную информацию. Здесь диафрагма 11, выдержка 1/60, ISO 200
и в каком режиме снимали. Автодеп. И дата съемки. В принципе, очень удобно. Здесь можно переход по дате сделать. То есть, в каком числе вы снимали эту фотографию. Здесь мы можем просматривать фотографии с помощью этой кнопочки. А здесь можем их удалить. Также можно все удалить, если нажать сюда. Переходим дальше. Вот здесь находится видоискатель и рамка для видоискателя. Мы можем его снять. Вот рамка видоискателя. И как вы заметили, она уже сломана. И на ней не хватает резинового надглазника. Он бывает спадает. Вот здесь регулировка резкости в видоискателе. Надеваем его обратно. Вот. Здесь находится так называемый горячий башмак. Сюда можно прикрепить дополнительную вспышку, если вам не хватает стандартной вспышки, а вам она по-любому не будет хватать. Слева находится резиночка, а под резиночкой у нас открываем. Вот, к сожалению, эта резиночка у меня сломалась. А под резиночкой находится вход видео-аут для телевизора, вход для пульта управления, чтобы, например, можно было с расстояния фотографировать, и разъем Digital, чтобы передавать ваши фотографии, скидывать их на компьютер. Закрываем. Сама резинка сделана из резины. Но это же и есть резинка. Здесь находится кнопка вспышки. Вот, включаем фотоаппарат. Делаем какой-нибудь автоматический режим. То есть переключаем. Нажимаем на эту кнопку. И выскакивает вот такая вот вспышка. Начинающих фотографов может даже это испугать. Вот здесь находится датчик. А вот здесь крючок. Вот здесь находится кнопка, нажимаем на нее и можно снять объектив. Вот эта кнопка отвечает за предварительный просмотр глубины резкости. Здесь указана модель 350D. Внизу гнездо для штатива и крышка для аккумулятора. Кстати, крышку аккумулятора можно снять. Таким вот образом. Вот зажимаем вот этот рычажок. У меня не получается. Так. Здесь нужны хорошие ногти. Вот зажимаем. Вот зажали уже и вытащили. Например, для вашей рукояти, если вы захотите сюда поставить батарейную рукоять, то вам придется снимать вот эту крышку. Вставляем ее обратно. Вот таким вот образом. И можем закрыть крышку. Вот здесь, кстати, находится батарейка CR2016. Это для того, чтобы дата не сбрасывалась, когда основной аккумулятор разрядился полностью. Закрываем.
На объективе есть переключатель AF и MF. MF обозначает механический фокус. Вот мы можем его крутить. AF означает автоматический фокус. Переключаем. И мы уже не можем покрутить. Вот здесь. Вот здесь меняем фокусное расстояние. Конкретно на этом объективе китовском расстояние от 18 до 55 миллиметров. Здесь находится лампа против красных глаз. Вот здесь находится датчик для пульта управления. А вот здесь находится карта памяти CF, то есть компакт флеш. Чтобы ее вынуть, вот здесь открываем, нажимаем на этот рычаг маленький, и все. Вот карта компакт флеш объемом 2 гигабайта. Вставляем ее обратно. Ну и вот, в принципе, все кнопочки я вам показал. А теперь пора вам показать режимы съемки этого фотоаппарата. Пожалуй, начнем с обычных автоматических режимов. С помощью этого колесика переключаем режимы. Вот первый режим. Это у нас обычный автоматический. Единственным, чем он отличается, то что он без вспышки. То есть, когда вы снимаете, вспышка не будет выскакивать. Вот таймер включили. Можно его отключить. Режим ночной съемки. Чтобы снимать ночью, просто фокусируйтесь и нажимайте. Следующий режим спортивный. Он позволяет нам делать серийные фотографии. Вот, например. Вот серия фотографий. Далее режим макро, который, надеюсь, всем знаком. С помощью него можно снимать, например, капельки какие-то. И это все будет очень красиво выглядеть. Дальше режим пейзаж. Например, увидели вы какой-то красивый вид и хотите его сфотографировать. Выбирайте этот режим, фокусируйтесь. И вот здесь ошибка вышла. Фокусируйтесь и фотографируйте. Дальше режим портрет. Это, например, если вы хотите снять любимого вашего человека или свою любовницу, нажимаете, вот фокусируйтесь и фотографируйте. Вот опять вышла эта ошибка. В общем, фокусируйтесь и фотографируйте. Дальше идет полностью автоматический режим. Просто вы ни о чем не паритесь, фокусируйтесь и фотографируйте. Все, автоматические режимы у нас закончились, и переходим к более профессиональным режимам. Их чаще всего используют всякие профессиональные фотографы. Начнем с этого. Режим P. Он, в общем-то, автоматический, только отличается тем, что можно настроить экспозицию. Зажимаем кнопку, вот эту кнопку AV. Крутим вот этот шайбу, если можно так назвать.
Вот это колесико. Зажимаем, крутим. И вот у нас меняется экспозиция. Также фотографируем этой кнопкой. Дальше режим ТВ. На нем диафрагма выставляется автоматически. Вы просто регулируете выдержку. Вот выдержка до 30 секунд. Вот. Дальше переходим к самому любимому режиму. Это АВ с приоритетом диафрагмы. Выдержка выставляется автоматически. Вы просто выставляете диафрагму. Вот здесь можно регулировать экспозицию также. Вот регулируем диафрагму до 22. Также фокусируйтесь и снимайте. Вот у нас тут большая выдержка. И получилась, как всегда, смазанная фотография при большой выдержке. В общем, при большой выдержке получаются смазанные фотографии. Переходим дальше. Полностью механический режим. Выставляете экспозиция, в общем, выставляется автоматически, насколько я знаю. Вы регулируете и выдержку, и диафрагму. Дальше режим AutoDep. Это тоже, в принципе, автоматический режим, но он позволяет вам сделать кадры с большой глубиной резкости. Точно так же фокусируйтесь и снимайте. Вы, наверное, этого ждали. Давайте все-таки откроем объектив. Чтобы его открыть, зажимаем на эту кнопку и крутим его в эту сторону. Вот сам объектив. И вот что здесь находится. Контакты. Чтобы обратно вставить этот объектив, нужно по точкам. Вот белая точка здесь и белая точка там. Вставляем и крутим. Вот все. Вот, кстати, как светит лампа. Сейчас покажу. Вот она светит. Лампа против красных глаз. А сейчас пора напомнить вам технические характеристики конкретно этого фотоаппарата. Тип камеры зеркальная. Год выпуска этой камеры, вот именно этой, 2006 год. Поддержка объективов EF и EFS. Число мегапикселей 8,2. Тип матрицы CMOP. Чувствительность ISO составляет от 100 до 1600. Максимальное разрешение фотографии 3456 на 2304 точки. Видоискатель зеркальный TTL. Поле зрения видоискателя 95%. ЖК жидкокристаллический экран имеет 1,80 дюйма. Тип памяти Compact Flash. Емкость аккумулятора литий-ионного составляет 720 мАч. Примерно хватает на 500-600 фотографий. Вес этого фотоаппарата составляет вместе с объективом, ремнем на шею и самой камерой составляет
749 грамм. Грубо говоря, 750 грамм. И, по-моему, настало время подводить итоги. Нужно все-таки сделать какой-то вывод по этому фотоаппарату. Ну, я хочу сказать, если вам подарили этот фотоаппарат в 2006 году, то вы просто должны обрадоваться. Потому что в 2006 году этот фотоаппарат считался, очень крутым. Также этот фотоаппарат был очень хороший. В общем, сейчас, если говорить про сейчас, 2016 год, то он на сегодняшний день он просто-напросто морально устарел. Ведь же есть модели более современные. Например, Canon EOS 500D, который снимает в 2 раза лучше. У него экран в 2 раза больше. Видоискатель лучше. Точек фокусировки больше. Но нужно говорить о том, когда был сделан этот фотоаппарат. Когда появились современные модели, и естественно старые модели начали очень быстро устаревать. И на смену этим старым моделям приходят еще более совершенные фотоаппараты. В общем, если вы видите человека, фотографирующим этим фотоаппаратом, то вы просто обязаны ему пожать руку. В общем, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки к этому видео, если вам оно понравилось. Подписывайтесь на мой канал. В общем, всем удачи и всем пока.